Всем привет! Практически все автозаводы в России стоят, запасы новых машин на исходе, а дилеры взвинчивают цены до небес. И только китайцы бесперебойно продолжают поставки и производство машин в России. Вот бы еще они цены снизили, хотя рынок к концу года и так будет за ними. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Давайте посмотрим на примере китайского завода Haveo возле города Узловая в Тульской области. Действительно ли у китайцев нет проблем с поставками и на руку ли им уход автопроизводителей с российского рынка? У китайцев сейчас все отлично, когда вся остальная автоиндустрия трещит и рушится. Площадки готовой продукции забиты. На данный момент с конвейера каждый день выкатывается по 200-250 готовых к отгрузке автомобилей. Это получается более 7 тысяч в месяц или более 80 тысяч в год. Для сравнения, в прошлом году в России было продано 50 тысяч Ниссанов и 86 тысяч Volkswagenов. Сам же Haveo смог реализовать 40 тысяч автомобилей. Иными словами, при определенных раскладах китайцы смогут продемонстрировать двукратный рост по итогам этого года. Еще любопытнее ситуация выглядит, если сравнивать темпы производства Haveo с актуальной динамикой рынка и положением других марок. Например, с января по май в России было продано 67 тысяч автомобилей Lada, 42 тысячи Kia и 37 тысяч Hyundai. В настоящий момент производство и поставки у этих компаний остановлены, не считая упрощенной Lada Granta без ABS и подушек безопасности. Но предположим, что имеющихся запасов должно хватить, чтобы к концу года не пропустить Haveo вперед. У остальных компаний показатели еще ниже. Но ключевой момент здесь заключается даже не в этом. Пока что никто не может сказать, когда возобновятся поставки, в каких объемах и произойдет ли это вообще. Да, шокирующий обвал рынка в последние месяцы затронул и китайцев, но в меньшей степени, чем остальных. И когда покупатели отойдут от шока и снова решатся покупать новые автомобили, особого выбора у них не будет. Китай или ничего. Выводы из всего этого следуют неутешительные. Китайские бренды, и речь здесь не только про Haveo, но и про всех остальных, сейчас единственные, кто способен заполнить пустоту на российском рынке. Если ничего не изменится, то смена парадигмы кажется неизбежной. И останется только сказать спасибо, что происходит она сейчас, а не 10 лет назад, когда автомобили из Поднебесной были откровенным хламом. Ну и обещанная мною шутка юмора. У нас шина спустила. Бери насос и накачай. Но я известный телеведущий. Вот и поработай на камеру. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Будете ли покупать китайские машины? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что беспокойство не освобождает от будущих неприятностей. Оно только лишает вас сил.